Всем привет! Несколько дней назад я получила от своей постоянной подписчицы письмо, где она попросила меня разъяснить по поводу вторых, третьих, четвертых жен. Ну, разговор был по поводу вторых жен. И также несколько дней назад мы общались с одной женщиной, которая на тот момент являлась второй женой египтянина, но, слава богу, она получила развод вчера. Поэтому сегодняшняя тема будет посвящена многоженству. Я надеюсь, что это видео окажется для кого-то полезным и не будет просто просмотренным очередным видео, которое будет просто просмотрено и забыто. Так как то, о чем мы сегодня будем говорить, это на самом деле очень важно. Если вы даете как раз согласие на то, чтобы стать второй, третьей или четвертой женой. В последнее время распространилась практика, когда мужчины берут себе 2, 3 или 4 жены. На самом деле в исламе это не поощряется, это как раз не поощрение иметь 2, 3 или 4 жены, это как раз ограничение, потому что именно ислам это первая религия, которая ввела ограничение именно на количество жен, так как в других религиях этого ограничения не было. Поэтому ислам не то, что поощряет брать 4 жены, а ислам ограничивает именно 4 женами и не больше. В последнее время распространилось то, что мужчины берут себе по 2 жены, по 3, некоторые даже по 4, но дело в том, что самый главный вопрос упускается из этого. То есть мужчины оставили себе такую, мужчинам, мусульманам дозволено брать 4 жены, но мужчины единственное забывают о том, что в исламе, если мужчина берет себе больше одной жены, именно справедливость, равноправие между женами. Справедливость между женами должна соблюдаться обязательно. И об этом говорится в Коране, и ислам это четко регулирует, что в Коране написано, что вам дозволены 1, 2, 3 и 4 жены, но если вы не можете даже к 2 женам относиться одинаково, берите одну. Между женами должно быть соблюдено равенство. Если равенство, оно заключается в том, что всем женам должен быть предоставлен дом, и я об этом скажу позже, обязательно еда, питание и одежда. Это основные главные параметры, которые считаются обязательными именно когда мужчина берет себе жену. Неважно, 1, 2, 3 или 4. Но дело в том, что в последнее время распространилась вот эта порочная практика, когда мужчины берут себе вторую жену и, можно так сказать, ее не обеспечивают. То есть первой жене, грубо говоря, он предоставил себе квартиру, он ее содержит, он содержит детей, он покупает одежду и все. А вторая жена остается, грубо говоря, где-то там на задворках, и сейчас об этом поговорим более подробно. По поводу того, что ислам не поощряет многоженство, а именно ограничивает 4 женами мужчин. Не поощряет, а ограничивает. В этом смысл. И мужчина, который берет себе больше одной жены, это колоссальная ответственность. Многие ссылаются на историю пророка Мухаммеда, что у него было много жен, но на самом деле пророк Мухаммед, он женился, когда ему было 25 лет, женился на Хадидже, первая жена была его, ей было 40 лет, она была его на 15 лет старше, и у нее были также дети от предыдущих браков. С Хадиджей, как раз вот с первой, со своей женой, он прожил 25 лет, и до того момента, как она умерла, он не брал себе никаких жен. Многие женщины, которые сейчас выходят замуж за мусульман, особенно вот я сталкивалась именно по поводу случаев много как раз, когда с египтянами, за египтян замуж выходят наши соотечественницы, и у многих женщин есть дети от предыдущих браков, и, как правило, сначала детей принимают, а потом их пытаются каким-то образом сбагрить либо бывшему мужу, либо куда-то отправить там в Россию, в Украину и так далее. Но дело в том, что вот пророк, он прекрасный пример, что он женился вот на Хадидже, у нее были дети от предыдущих браков. И также у остальных жен пророка тоже были дети от предыдущих браков. Самое главное, что дело в том, что здесь, в мусульманских странах, это четко, то есть по закону, если женщина разводится со своим мужем, выходит повторно замуж, то дети остаются с мужем. Но в странах, такие как в других странах, кроме мусульманских стран, таких законов нет, и поэтому дети остаются с матерями. В основном происходит проблема именно в том, что когда женщины приезжают с детьми, их сначала принимают, а потом вот этих детей от предыдущих браков пытаются как-то от них избавиться. Поэтому все эти вопросы заранее обговаривайте. Следующее, что, как правило, сейчас
мужчины берут себе вторых, третьих, там, четвертых жен, когда уже там первая жена надоела, либо вторая, либо третья. Но на самом деле пророк, он был как прекрасный пример для современных мусульман, потому что пророк брал жен, которые уже были после Хадиджи, именно по определенным причинам. Например, пророк женился на 50-летней вдове Савде. Как правило, причины, по которым женился пророк, были либо социальные, либо политические, либо нравственные, но не как уж шахва, что ему жена одна надоела, ему нужна вторая, третья или четвертая. А многие мотивируют тем, что вот сейчас нужно брать 2, 3 или 4 жены, потому что сейчас женщин больше, чем мужчин, и всех женщин нужно пристроить, или предрасположенность мужчин к полигамии, либо многие мужчины просто берут себе вторых, третьих или четвертых жен, когда у них появляется финансовая возможность. Но не учитывая то, что финансовая возможность – это еще не ответственность, то есть мужчина должен относиться к женщинам, к женам к своим одинаково. То есть, как я сказала ранее, ислам не поощряет 4 жен, а именно ограничивает 4 женами, потому что, предположим, не в исламе мужчина может иметь, грубо говоря, большое количество любовниц, и это не ограничено. И он их не обязан им ничего делать, не обязан их финансово обеспечивать или еще как-то. В исламе строго, то есть любовницы какого рода запрещены, только официальная жена, количество ограничено 4, и дело в том, что ко всем женам он должен относиться абсолютно одинаково. То есть в исламе, если у него 2 жены, значит он должен одинаково расходовать на одну и на вторую жену. И если он не может соблюдать справедливость между 2 женами, то должен брать только одну жену. Также участились секретные, скрытые браки. И мужчины, как правило, берут, когда в жены вторую, третью или четвертую жену, как правило, скрывают это от первой жены. И таким образом получается несправедливость, потому что в первую семью мужчина, получается, покупает все, а второй жене, жена, которая скрыта, ей, как говорится, не предоставляется ничего. Самое распространенное явление – это именно невыплата женщине махра, когда она вступает в брак с мужчиной-мусульманином, либо сознательное занижение махра по сравнению, предположим, с первой женой. Как правило, это проходит с новыми мусульманками, у которых как бы первое – это религия, и многие пользуются вот этим хадисом, когда кто-то из сподвижников, когда женился, подарил суру из Корана, грубо говоря, он знает суру из Корана, и вот это был его махр. Следующее, какое может быть нарушение прав, предположим, первая жена у него живет в собственной квартире, та квартира, которая оформлена в собственность или в доме, а второй жене он, предположим, начинает снимать квартиру, съемную квартиру. Это уже изначально несправедливость. Еще одним несоблюдением прав жены может быть то, что, предположим, когда мужчина берет вторую жену, он расходует на нее меньше, мотивируя это тем, что в первой семье у него дети, и на них нужно расходовать, там жена, там большой дом, там расходов очень много, а на вторую жену он расходует меньше. То есть это опять же нарушение прав второй жены, потому что опять же нет вот этого равноправия. А некоторые вообще мужья умудряются брать себе вторых жен и вообще никаким образом их не обеспечивать финансово. Она может снимать квартиру за свой счет, сама покупать себе еду и одежду. Даже вот такие случаи встречаются. Тогда как в Коране четко прописано то, что мужчина должен обеспечить жену домом, одеждой и едой. И это основная ответственность мужчины, когда он берет ее в жены. И это должно быть одинаково. То есть если где-то меньше, это уже, соответственно, несправедливо. И таким образом, если есть несправедливость, они нарушают право, которое было дано женщине Всевышним. Также, как правило, в отношении вторых, третьих, четвертых жен распространенное очень явление, что нарушение происходит по дням посещения. Каким образом? То есть, по идее, мужчина, если у него 2 жены, он должен проводить 3 дня с одной, 3 дня с другой. Но, как правило, происходит вот этот вот сдвиг по фазе, и ко второй жене или к третьей или к четвертой муж появляется набегами. То есть у него возникло желание, он туда, как говорится, побежал. И причем даже многие забегают днем, потом убегают и не остаются вообще на ночь. Либо остаются на ночь, но приходят очень-очень редко. Это тоже нарушение.
То есть получается, что вместо ответственности, которыми ислам обязал мужчину в отношении женщин, мужчина использует эту ответственность как безответственность и использует женщин в качестве своих сексуальных утех. Тогда как ислам обязал мужчину обеспечивать женщину и защищать ее. И поэтому современные мужчины-мусульмане превратили это в норму, как раз попирательство прав женщин, которыми их наделил ислам. Но даже самый главный вопрос не в этом, а главный самый вопрос в том, что если вдруг ваш мужчина, мусульманин, не соблюдает ваши права второй, третьей или четвертой жены по отношению к вам, куда вам идти, кому обращаться, кроме как людей знания, которые будут пытаться наставлять вашего мужа. И поверьте, что дальше этих наставлений никуда не пойдет, либо это будет иметь только временный эффект. И в заключение, что я хочу сказать, что, по моему мнению, в настоящее время мужчины не имеют права брать себе 2, 3 или 4 жен именно по причине невозможности восстановления равноправия между женами и постоянными нарушениями прав в отношении жен. И данная практика может только иметь место быть только в шариатском государстве, где каждая из жен может обратиться в суд, пожаловаться на своего мужа за несоблюдение прав в отношении ее как одной из жен. И где за несоблюдение прав в отношении одной из жен мужчина-мусульманин будет нести настоящее наказание. И в Коране написано, что вы никогда не сможете относиться одинаково справедливо к женам, если даже очень хотели бы этого. Не будьте же полностью благосклонными к одной, оставляя другую заброшенной. Если вы исправите свои прегрешения и будете богобоязненны, то Аллах прощающий милосердный. Из этого аята мы можем сделать заключение, что практически невозможно быть справедливым в полигамном браке. Поэтому, раз даже в Коране написано о том, что невозможно быть справедливым в полигамном браке, поэтому для того, чтобы регулировать все эти положения и для того, чтобы права женщин не были нарушены, для этого должен быть шариатский суд. В данный момент такого шариатского суда нету, и если вы даете свое согласие, если быть второй, третьей или четвертой жены, вы должны знать одно, что ваши права защищать будет некому. И вы один на один останетесь со своими проблемами по поводу махра, по поводу того, что он вас не посещает, по поводу того, что он вам не дает денег, за то, что он вас не одевает, за то, что за все вот эти нарушения он не будет нести никакой ответственности. Вы должны об этом помнить. И до тех пор, пока мужчины, мусульмане будут оставаться безнаказанными за попирательство прав женщин, они не имеют права брать больше одной жены. И в заключение я хочу прочитать вам сообщение от женщины, новой мусульманки, которая, будучи второй женой, про которую я рассказывала ранее, получила развод. И это она попросила специально передать для вас. Передайте от меня своим подписчицам. Ни шагу в темную воду, пока не нащупаете дна. Встреча с родными. Официальный статус жены. Все документы и бумаги, брачный договор. И просите махр. Халяву не ценят. Если есть первая жена, то это мина замедленного действия или не очень действия. Когда рванет, вы не знаете. Но понятно, что вы станете слабым звеном на вылет. А уж тайные скрытые браки, упаси Аллах, подписываться. Вот такое напутствие от подписчицы. Смотрите более внимательно, пересматривайте и не упускайте ни один пункт из вида. Всего хорошего, пока.